Привет, друзья! Меня зовут Геннадий, и я профессиональный декоратор. И в этом видео вы посмотрите мастер-класс сразу же с двумя нанесениями одной техники. Техника называется мазанка. Это такая декоративная штукатурка, которая еще повелось наносить еще с каких-то древних времен Руси. В общем, это стилистически такая застаренная, натуральная эко-штукатурка, что-то типа того. И при этом она и фактурная, и достаточно минималистичная. Она отлично подходит для стилей Прованс, шале, средиземноморский, там, русская какая-то старина. В общем, много ее куда можно запихнуть, и в те же самые рестораны, в загородные дома, куда угодно. Приступаем к нанесению, и там уже я вам разложу все по полочкам, как обычно. Сразу два нанесения, и техники достаточно простые. Ну, начинаем подготовительные работы мы, как всегда, с грунтовки. В данном случае я использую материал Мармафонда, адгезионный грунт с мраморной крошкой от Тициана Делюкс. Закатывать нужно в один слой валиком. Далее мы замешиваем наш материал Соренто, который у нас как раз со связующим волокном. Мы добавляем волокно, лучше добавлять его в лунку и после этого перемешать. Так будет перемешать гораздо удобнее. И получается достаточно густой такой материал со связующим волокном. Так, друзья, грунт высох, давайте теперь начнем с первого нашего образца. Сейчас задача не хитрая, с помощью вот таких инструментов япончика я буду сейчас класть ровный слой материала Соренто. Тут есть некоторые нюансы, давайте буду класть и уже обговорим. Целлюлозный материал, вот такой он достаточно тянущийся, да, то есть видно, что здесь присутствует волокна на нем. И наша задача в первом слое этой фактуры просто перетянуть слоем, ну как сказать, этот слой он примерно миллиметровый, то есть он с одной стороны не наздир, с другой стороны он не очень толстый. То есть смысл в том, чтобы просто перекрыть под последующий слой. Ну а теперь давайте нанесем второй образец, он делается по-другому. Друзья, небольшая фишечка. В этой второй технике нам необходимо сменить инструмент. Не то чтобы нельзя сделать другим инструментом, только этим, но эта техника реально легче делается именно инструментом с серьезным закруглением. Что я имею в виду? Вот допустим, даже взять тот же самый япончик, да, вы видите, да, у него какое закругление, то есть оно нифига не маленькое, но тем не менее, сравните его вот с этим закруглением, вот такое вот большое закругление, то есть вот такой овальный край позволит нам нанести эту технику максимально легко. Также еще раньше вот такой я кельмой пользовался, но она уже не очень актуальна, потому что есть вот такая. Смысл в том, что нам здесь нужно сделать достаточно толстым слоем разнонаправленные мазки, которые будут перетекать один в другой, и нам здесь не нужны никакие полосочки. Когда у нас вот этот угол недостаточно закруглен, мы постоянно каждым движением будем оставлять полосочки. А вот таким инструментом полосочек не оставляется. Сейчас все покажу. То есть материалы беру достаточно крупно, то есть у меня материал уже кладется реально толстым слоем. Во всех фактурах везде есть какие-то маленькие секретики. Вот с вами как раз и делюсь. Делаем достаточно толстый слой в одну сторону, в другую сторону, в одну сторону, в другую сторону. Главное, ребят, крутите рукой в этой фактуре, и все у вас будет красиво. Потому что если вы будете делать какой-то одинаковый повторяющийся паттерн, это будет уже, ну, не айс смотреться. То есть всегда просто в разные стороны. Тут даже не надо рисовать ничего, каких-то художественных навыков. Просто думайте о том, что в разные стороны, вниз, вверх, влево, вправо, наискосок. И все движения должны быть закругляющими. То есть я не делаю ровных длинных движений. Это такая малярная штука, от которой вам придется, естественно, отучиться. И что еще очень важно, здесь нам нужен рельеф. То есть не экономьте материал. Здесь прямо она должна быть фактурненькая. Тогда она будет максимально
органично и красиво смотреться. То есть вот этот вот рельеф, я считаю, ну, оптимальный. Можно даже еще накинуть на самом деле. Ну, наверное, это уже будет немножко перерасход материала. В принципе, мне и такой вид нравится. И прикольно то, что за счет вот этой добавки оно как бы дает этой фактуре большую какую-то натуральность. То есть она как-то напоминает более аутентичный какой-то материал получается. Итак, друзья, прошло часика 3-3,5. Первый слой первого образца у нас полностью высох. Кстати, материал сохнет достаточно долго. Это значит, что с ним дольше можно будет без проблем работать на стене. И теперь мы делаем второй слой фактурный, в котором мы как раз будем совмещать два инструмента, и кельма, и япончик. Итак, я задаю здесь такую некую горизонтальную направленность и просто натамповываю торцом кельму. Это вот, то есть вот я взял достаточно много материала на кельму и прямо вот так вот жирненько достаточно я оттамповываю, чтобы у нас образовывался вот такой вот рельеф. Опять же, эта фактура, конечно, наиболее удачно смотрится в рельефном исполнении, когда реально так присутствует достаточно толстый слой. Материал долго не сохнет, поэтому мне можно с легкостью вообще оттамповать сначала весь образец, а потом уже начинать с ним работать. Обратите внимание, что кельму я именно горизонтально держу, то есть у меня должна присутствовать горизонтальная направленность по моей задумке. Вот в таком стиле я оттамповался, теперь я применю как раз наш япончик. Даже можно взяться не от стандартным хватом, а обратным, то есть вот так вот, здесь два пальца, здесь один. И аккуратненько я это все дело сглаживаю по горизонтали, опять же, да, то есть чтобы у нас некая горизонтальная направленность присутствовала. В целом рисунок должен везде совпадать и гармонично смотреться. То есть не должно быть такого на стене, что у вас где-то там кусманы прям, а где-то совсем еле видно фактурку. То есть. Ну и теперь еще раз пройду, то есть чтобы это было все в разные стороны, чтобы у нас минимум каких-то сильно торчащих колких деталей было. Все, вот в таком виде фактурный слой я оставляю до полного высыхания. Слой достаточно толстый, я думаю, такой нужно оставлять, ну, как минимум на сутки. Ждем высыхания. И сейчас самое интересное, будем лессировать. Так, ребят, ну смотрите, у нас тут есть лессирующий материал под названием Гразия, и у нас тут есть два колера. Один бежевый Тицано микс, второй черный. И сейчас мы будем колеровать. Здесь у нас литр материала, точнее 0,9. И вначале мы сделаем такой светлый серенький цвет. Для этого нам нужно всего лишь добавить чуть-чуть черного колера. Показываю. Вот буквально столько. Вот этого уже хватает, чтобы заколеровать. Сейчас я перемешаю. Вообще лессирующие составы, они очень хорошо колируются, поэтому очень важно не переборщите с колером, ребят. Не переборщите, добавляйте по чуть-чуть. Так, этот серый меня устраивает. Я его отливаю. И чтобы сделать второй цвет, я просто в этот же самый еще добавлю немножко бежевого колера. Так, даже много я добавил. Сейчас я уберу лишнее. Шпательком можно убрать. А остальное перемешаю. Друзья, теперь все материалы от Tizano Deluxe вы можете с удобством заказать в интернет-магазине. И вам доставят их в ближайшее время по всей России. Ссылочка в описании. Также там, естественно, я оставлю ссылки на все материалы, которые используются исключительно в этом мастер-классе. Также, если вы хотите поучаствовать в конкурсе от Tizano на лучшего мастера, где каждый месяц разыгрывается 10 тысяч рублей, участвовать может абсолютно каждый. Там есть еще куча дополнительных призов в качестве декоративных материалов. Также переходите по ссылке в описании на канал Tizano Deluxe от ABC Farben. Там, кстати, тоже много интересных мастер-классов, где девушка, их технолог, наносит разные покрытия. Я думаю, будет всем интересно. Переходите по ссылкам в описании. Tizano — это наш сегодняшний спонсор. Нужно сказать им спасибо. Ну а мы продолжаем. Так, ребят, перед нанесением 120-й наждачной бумагой слегка прохожу, чтобы сбить все лишнее.
Кстати, вот этот цвет я еще разбавил 1 к 1 с водой, чтобы он не так густо ложился, чтобы он сильно не пятнил, потому что он получился достаточно насыщенный. Ну и стандартная техника лессировки, когда мы наносим кисточкой небольшими участками, да, и губкой вытираем все лишнее. Тут важно не размазывать это на все полотно, то, что мы нанесли, а работать как бы короткими движениями. Вот мы небольшое пятнышко нанесли, рядом наносим второе, и так продолжаем, чтобы такими маленькими изогнутыми пятнами у нас покрывалась вся стена, чтобы они выглядели как пазл. То есть вот, обратите внимание, да, что я везде рваный край делаю. Это очень важно. И я не стараюсь губкой вымазать это на большую площадь. Вот где я кисточкой накрасил, там я как бы лишнее снимаю. Классный цвет получился. Он такой, с одной стороны, среднего оттенка, но очень такой природный, натуральный. Мне кажется, что в этом стиле как бы натуральность, она по сути и нужна. Потому что если сделать такую фактуру в каком-нибудь синем цвете, еще какой-нибудь, мне кажется, уже не то будет совсем. И видно, что материалы как бы работают в синергии хорошо один с другим, потому что сама основа фактурная, она не впитывает его моментально. То есть есть время спокойненько поработать, разогнать его. В этом проблем нету. И это очень, кстати, хорошо. Так, ребят, серый цвет я процентов на 50 разбавил водичкой. Вот такой он светлый. Но мне не нравится, что он все-таки чуть-чуть холодноватый. И чтобы это исправить, я прям вот этого туда немножко добавлю. Уже нашего заколерованного. Буквально чуть-чуть. И этого уже хватит, чтобы сделать его теплее. Все перемешал. Теперь точно так же подшкуриваем и наносим. Наносим точно так же, достаточно обильно, чтобы все белые места были четенько прокрашены. Можно прям жестче нажимать на кисти, делать вот такие закругляющие движения в одну и другую сторону. Ну, сейчас дождемся высыхания, сниму скотч и посмотрим эти две техники под разными углами и разным освещением. Ну а вы напишите, какая вам понравилась больше. Ну что ж, друзья, вот такие две замечательные техники мазанки я исполнил. Если вам понравилось это видео, обязательно поддержите меня лайком и поделитесь этим видео в своих соцсетях. И пусть хорошие люди делают больше хороших ремонтов. Ну а с вами мы увидимся в следующем выпуске. С вами был, как всегда, Геннадий Продекор. Творческих вам успехов и хорошего настроения. Все, пока. Пока.